Animal Game Family Simulator. Новая RPG про животных, которая отлично себя проявляет в рейтинге новинок Google Play. Игра вышла месяц назад, оценка 4,4, больше 50 тысяч скачиваний. Довольно любопытные числа, которые не кажутся чем-то выдающимся. Но может таким окажется геймплей, это я вам сейчас покажу. Приятного просмотра. Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Сразу же хочу отметить довольно важную деталь. Разработчики у этой игры довольно опытные. Я лично на канале как-то записывал RPG выживания от них под названием Tomorrow, а также очень плотно когда-то давно играл в такую игру, как The Wolf. То есть опыт в подобных играх у них есть. Так что с точки зрения поддержки игры, точно можно сказать, что обновления разработчики выпускать будут. Изначально у нас доступны только два животных. Это лиса и рысь, будет еще пантера, медведь и какой-то варан, или что это? Ну, варан у нас недоступен, видимо, его вообще еще в игре нет. Давайте выберем рысь. Рысь мне нравится больше, выбираем пол. Еще отмечу, что при запуске вам придется докачать некоторые файлы, и еще игра работает только с интернетом. Игра полностью мультиплеерная. Изначально нам доступна только лесная рысь. Дальше нам нужно достигать определенного уровня, либо покупать за донатную валюту другие виды рысей. Вроде бы это только скин, потому что я играл в The Wolf, и насколько я помню, это реально был только визуал. В плане интерфейса игра, лично для меня довольно знакомая и понятная. Вам, наверное, нужно будет обучаться. В The Wolf был такой же интерфейс, особо ничего с тех пор не изменилось. Вообще, в чем суть этой игры? Вы бегаете, убиваете других животных, либо же игроков, если вы в PvP режиме. Получаете за это опыт, прокачиваете свою рысь, прокачиваете скиллы. Как вы понимаете, по своей сути, это RPG игра. Вот эту кнопку я помню, это портал какой-то. Справа у нас есть миникарта. Миникарта, ее дизайн такой же, как и был раньше. Кстати, а что по графике? Уровень качества средний, расширение очень высокое. Пускай будут базовые настройки. Синие это у нас какие-то, видимо, да, это у нас... нет. Я думал, это не агрессивные монстры, это, видимо, нейтральные. Убиваем барсука, получаем уровень, отлично. Наше задание как раз таки таких 8 барсуков убить, и вот, у нас как раз таки появляются характеристики. Характеристики у нас качаются за монеты. Окей, раньше, скорее всего, было так же. Меня, если честно, напрягает пока что у меня есть какие-то прям лаги. Я думаю, это заметно на записи. Я вот только не понимаю, это из-за того, что у меня дополнительную нагрузку берет программа для записи, или это слабая оптимизация игры. Так, какой-то игрок, кстати, рядом с нами. PvP режима здесь нет, то есть когда вы играете вот так вот, как я сейчас, охотясь на других животных, ботов, то тут PvP недоступно между игроками. Вы просто дружно всей компашкой выполняете квесты, фармите опыт и можете кооперироваться против каких-то боссов. О, листья! Здесь еще предметы можно собирать. Такого раньше контента, по крайней мере в The Wolf, если я не ошибаюсь, не было. Навыки. Ядовитый удар. Покупаем, и у нас есть уже первый активный навык. С активными навыками я тоже знаком, в The Wolf такая же была система, опять же, классический RPG, только в формате животных. У нас в то же время доступен новый навык, навык поддержки, теневая ловушка. Тут у нас также навыки классифицируются на основные, поддержку и особенности. Особенности это, как я понимаю, что-то типа ульты. Ага, это у нас награда так выглядит. Шлем? Серьезно, шлем? В этой игре есть снаряга? Раньше в The Wolf точно никакого снаряжения не было. А где я эту самую снарягу могу использовать? Вот где я ее могу использовать. А почему я не могу использовать предмет? У меня не нажимается. Листья это просто для квестов, как я понимаю, собирать. Если честно, мне приятно видеть то, насколько изменилась игра по сравнению с The Wolf. The Wolf, я думаю, тоже так же изменилась, просто я давно в нее не играл. А возможно, что-то именно разрабы этой игры привнесли как раз в эту игру. Затестим первый раз скилл. Очевидно, яд. Поддержка, это у нас что? Это у нас ловушка, точно. Значит, на ловушку нужно кого-то заманить. Ловушки, вот это все, это я помню. А вот у нас и бизон, агрессивный монстр. Вот с таким справиться будет сложно. Ух ты ж, очень сложно. В целом можно на ловушки их заманивать. Я помню, таким занимался в The Wolf. Так что здесь довольно-таки разнообразная игра. Здесь в целом можно искать даже подход, как убивать животных, которые значительно вас превосходят по хп и по урону. Хитро, умно, но можно. Но, по крайней мере, если разрабы что-то там не пофиксили, на карте есть 6 игроков. По-моему, здесь на карте ограничения, типа 8 игроков это максимум, а вот и вся карта. Карта, не сказал бы, что слишком большая. Зеленые метки, это как раз таки игроки. Как-то мы здесь не пересекаемся с другими игроками.
успехами. Я помню, в The Wolf была такая система, то, что был вожак, это самый сильнейший на текущей локации игрок, и он имел возможность с помощью воя призывать всех других игроков к себе. Это было прикольно, потому что таким образом, если ты сам нафармил достаточно очков, чтобы быть сильнейшим на острове, то ты мог быть этим вожаком, и вы могли целой толпой убивать каких-то монстров, типа того же Бизона, которого я вам показывал, у которого 1500 хп. Я не помню, были ли в этой игре боссы, но по миникарте не видно. А, я понял, почему у нас метка синий подсвечивается. Я думал, что это какие-то нейтральные животные или что-то типа того, но нет, синие это те, которые нам нужны для квеста. Вот это, кстати, тоже удобно. Так, устанавливаем ловушку и пробуем убить лося. У нас хп мало, а у него еще есть крит. Но как будто бы его нужно как-то кайтить. А ну-ка, он от нас убежал, но он не отхилился. А вот это хороший знак. Причем я буквально немножечко отхожу, он уже от нас переагривается. Уходим на ловушку. А он не идет сюда. Значит, тут еще дистанции нужно рассчитать. Ну, короче, это уже тонкости игры. Урон у нас от ловушки довольно-таки серьезный, кстати. Но мы еще абсолютно не прокачаны. Вот система с сундуками, которая вот здесь появилась. Типа мы за квесты открываем какие-то сундуки. Вот, честно говоря, мне это не нравится. Но, с другой стороны, там насыпают довольно-таки хорошие награды. Поэтому быть недовольным, ну, наверное, не имеет смысла. У нас, кстати, 3-й уровень. И у нас, как я вижу, есть прогрессия отдельно на каждом животном. Не знаю, что даст нам, если мы за все животные будем понемногу качаться, или не имеет смысла, достаточно только за одного. Но нет, я думаю, разрабы что-то на этот счет предусмотрели. Или предусмотрят в будущем, если сейчас этого нет. Как-никак, игра все-таки новая. А, я понял, почему я не мог использовать предмет. Нарисован медведь. Это, походу, у нас предмет на медведя. Ага, то есть даже так, здесь нет привязки предметов к животному. Ну, то есть, если я играю за рысь, это не значит, что мне будут выпадать только шмотки на рысь. Ну и это мне тоже, если честно, не нравится. Ой-ой-ой, 2 бизона. А, стоп, так нас двое. Сейчас толпой попробуем выиграть, правда, со мной в тиммейтах чел, который слабее меня. Это немного не очень. И он умрет, да. Жаль этого парня, вот только я один точно не вывезу. Нам нужен хил. А как долго мы будем хилиться? Хилимся по 11 хп. Этот парень у нас обратно пошел в атаку, как по мне глупо, с его-то хп. Парень что, вообще не понимает, что он не вывозит? 52 хп, нет, это вообще не вариант. А парень не сдается, он где-то здесь возрождается и, как я понимаю, заново начинает свой заход на этих бизонов. Он серьезно хочет их одолеть? Не, ну вдвоем мы одолеем в целом. По чуть-чуть. Вот так вот. Но я рисковать не хочу лишний раз. Это правильное решение. Проще вот так вот аккуратно играть через ловушки, а не так, как он. Или можно атаковать, пока они отвлеклись. О, плюс 700 опыта. Отлично. Я даже забрал какой-то предмет, а вот я не знаю, а как здесь работают предметы? Типа, кому они выпадают, или кто-то, любой может их забрать. Отлично, победили вдвоем бизона. За левел ап, кстати, здесь дается полное хп, спасибо. И третья шмотка нам тоже выпала не на рысь. Вот это, конечно, неприятно. Думаю, вы достаточно увидели в этом видео, чтобы понять, что эта игра из себя представляет. По крайней мере, на базовом уровне. Понятное дело, чтобы больше ее раскрыть, нужно много плотно гриндить. Опять же, открывать новые скины. Но скины это чисто визуал. Открывать шмотки, снаряжение. Вот это все прокачивать навыки. Но здесь как будто бы нету ничего абсолютно сложного. Все довольно-таки понятно. И то, что я этот контент для вас не открыл в этом выпуске, я думаю, это не является проблемой. Что игра в основном из себя представляет, я думаю, понятно. Но все равно посидеть в нее, разбираться, конечно же, стоит. Как никогда это РПГ. РПГ все такие. Гринделки, где есть много всякой снаряги, навыков, характеристик прокачки, квесты и так далее. Короче, контента в игре предостаточно, прогрессия в игре есть. Единственное, разве что неприятно то, что эта игра прям лютая гринделка, но это тоже как будто классика РПГ. Единственное, конечно, что не нравится, это донат, потому что за донат можно где-то ускорить игровой прогресс. Это всегда всем не нравится, но от этого как будто бы никогда не избавиться в подобных играх. В любом случае, я кайфанул, поиграя в эту игру, и точно могу сказать то, что игра будет продолжать развиваться, как-никак в начале я вам уже подметил этот факт, то, что разработчики у игры довольно опытные, они поддерживают активно свои игры, так что здесь переживать тоже не стоит. Я немножечко удивлен только то, что у игры только больше 50 тысяч. Со временем этих скачиваний, очевидно, должно быть больше, но я, если честно, за месяц уже ожидал куда большего. Не знаю почему. Может быть из-за того, что разработчики не делают активную рекламную кампанию, потому что я никакой рекламы, связанной с этой игрой, если что, не видел. В любом случае, надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным, и если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений. И желаю вам успехов и надеюсь увидимся в других подобных обзорах.